В прошлое воскресенье Мэри решила, что пришло время навести порядок на чердаке, начав с того, что показалось ей старой пыльной коробкой для игрушек. Когда она вытаскивала ее на тротуар, ее сын Джейк увидел это из окна своей спальни и, задыхаясь в панике, сбежал вниз по лестнице. От его следующих слов у нее по спине пробежал холодок. «Мама, зачем ты это выбросила?» Мэри вытерла пот со лба и отступила на шаг, чтобы осмотреть груды забытых вещей, которые годами пылились на чердаке. Рядом с ней старая выцветшая коробка для игрушек казалась невинной, на нее вряд ли стоило обращать внимание. Однако, когда она потащила ее по деревянному полу к лестнице, скрежет ее удивительно тяжелого веса о доски эхом разнесся по тихому дому. В комнате Джейка царил настоящий детский беспорядок из школьных учебников и разбросанной одежды. Выглянув из окна, он увидел, как его мать Мэри тащит тяжелую коробку с игрушками вниз по лестнице к тротуару. У него упало сердце. Он всегда хотел просмотреть ее еще раз, просто чтобы удостовериться, что внутри не осталось ничего важного. Но, похоже, он ждал слишком долго. «Мама, почему ты его выбросила?» Голос Джейка сорвался, когда он побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки за раз. Мэри остановилась как вкопанная, удивленная паникой в голосе сына. Она не видела его таким расстроенным с тех пор, как он, будучи совсем маленьким, потерял в парке свою любимую игрушку. «Это всего лишь старый хлам, Джейк», — заверила она, не совсем понимая его страдания. Мэри надеялась разрядить возникшее напряжение. Джейк не ответил. Его глаза в поисках чего-то изучали содержимое коробки. Его рука отодвинула в сторону груду игрушек и заглянула поглубже. Его пальцы остановились на двойном дне коробки, на потайном отделении, которое Мэри до сих пор не замечала. «Что это такое?» – спросила Мэри. Ее любопытство достигло пика, когда Джейк замер, положив маленькую ручку на край потайного отделения. «Ничего, это так. Я посмотрю позже», – пробормотал он, и краска залила его шею. Мэри смотрела, как ее сын закрывает отделение и защелкивает коробку с игрушками. Что-то было не так, но Мэри решила отложить обсуждение этого вопроса на потом, дав Джейку время успокоиться. Ужин в тот вечер прошел спокойно. Мэри задумчиво наблюдала, как Джейк раскладывает еду по тарелке. Вид потайного отделения в коробке с игрушками не давал ей покоя. Она хотела уважать личную жизнь сына, но материнские инстинкты подсказывали ей, что то, что его беспокоит, может быть серьезнее, чем она думала вначале. Позже, когда Джейк лежал в своей постели и разглядывал потолок, воспоминание о том, как он нашел потерянную вещь, вернулось к нему в ярких деталях. Он вспомнил тот день, когда нашел ее, спрятанную в парке, едва заметную под кустом. Она красиво блестела на солнце, сразу привлекая его внимание. Конечно, он собирался вернуть ее, но страх взял верх. Теперь чувство вины стало невыносимым. Джейк знал, что не сможет скрывать это вечно. Завтра ему придется встретиться лицом к лицу со своими страхами и во всем признаться матери. Для начала он поговорит с ней и будет честен, надеясь, что она поможет ему понять, что делать. Когда сон, наконец, сморил его, он дал себе молчаливое обещание решить этот вопрос, каким бы пугающим это ни казалось. Утреннее солнце пробилось сквозь жалюзи, разбудив Джейка своим теплым прикосновением. Он встал, ощущая тяжесть вчерашних открытий. Обещание, данное им прошлой ночью, не выходило у него из головы, побуждая к действию. Потянувшись, он бросил взгляд на коробку с игрушками, невинно стоявшую в углу. Решимость Джейка окрепла. Сегодня он посмотрит правде в глаза. Он не мог продолжать убегать от нее. Он должен был рассказать матери о кольце и, наконец-то, снять это бремя со своих плеч. Он почистил зубы и причесался,
Его отражение в зеркале отражало его внутреннее смятение по поводу секретного кольца. Желудок Джейка сжался от беспокойства, когда он осознал реальность своего положения. Он прополоскал рот, разглядывая себя, пытаясь собрать с духом. Тайна так долго тяготила его, и теперь пришло время отпустить ее. Он плеснул водой в лицо, надеясь, что это смоет его страх хотя бы на мгновение. Пока Джейк надевал школьную форму, он лихорадочно обдумывал, как обсудить эту тему со своей матерью Мэри. Должен ли он рассказать ей об этом перед школой или подождать, пока вернется домой? Рассердится ли она или разочаруется? Он теребил пуговицы на рубашке, прокручивая в голове разные сценарии. Джейк знал, что идеального способа сделать это не существует, но честность была его единственным выходом. Он больше не мог хранить тайну. Он глубоко вздохнул, готовясь встретить новый день. Он помедлил у двери своей спальни, сделав глубокий вдох, прежде чем выйти навстречу новому дню и своей матери. Коридор казался длиннее обычного, и каждый шаг отдавался эхом его тревоги. Джейк замер, положив руку на дверную ручку, пытаясь успокоиться. Сейчас или никогда. Он не мог позволить страху остановить его. Сделав еще один глубокий вдох, он открыл дверь и вышел на утренний свет. Он должен был верить, что его мать поймет и поможет ему найти решение. Войдя на кухню, Джейк принялся теребить лямки рюкзака, собираясь с духом, чтобы показать свою спрятанную находку. Мэри стояла у плиты и, тихо напевая, готовила завтрак. Сердце Джейка бешено колотилось в груди, слова застряли в горле. Он подошел к столу и дрожащими пальцами поставил рюкзак на пол. Мэри взглянула на него с теплой и приглашающей улыбкой. «Доброе утро, дорогой. Завтрак почти готов». Джейк кивнул, пытаясь найти подходящий момент, чтобы заговорить, надеясь, что у него хватит сил. За завтраком Джейк ковырял в тарелке хлопья, оттягивая время, прежде чем не сможет больше скрывать правду. Мэри заметила необычную молчаливость Джейка и мягко подтолкнула его, почувствовав, что ему нужно поделиться чем-то важным. «Джейк, все в порядке?» — спросила она мягким и обеспокоенным голосом. Джейк поднял голову и встретился с ней взглядом. Беспокойство в ее взгляде заставило его почувствовать смесь облегчения и тревоги. «Мама, мне нужно тебе кое-что сказать», — начал он, понизив голос почти до шепота. Мэри наклонилась к нему, полностью сосредоточившись на нем, готовая выслушать все, что беспокоит ее сына. Дрожащим голосом Джейк признался, что нашел обручальное кольцо в парке и что из-за страха спрятал его. «Я нашел его давным-давно», — признался он, глядя на свои руки. «Я был напуган и не знал, что делать, поэтому спрятал его в коробку с игрушками». Глаза Мэри расширились от удивления, но она оставалась спокойной. «Ты нашел обручальное кольцо?» — спросила она мягко. Джейк кивнул, чувствуя, как тяжесть на душе немного спала, когда он поделился своим секретом. Он подвел Мэри к коробке с игрушками и показал, где спрятано кольцо. Его глаза молили о понимании и помощи. Джейк опустился на колени рядом с коробкой, поднял крышку и осторожно открыл потайное отделение. Вот оно, кольцо, поблескивающее на свету. Мэри наблюдала, и выражение ее лица смягчилось, когда она увидела спрятанное сокровище. Джейк взглянул на нее, в его глазах смешались тревога и надежда. «Я не хотел хранить это так долго», — прошептал он. «Я просто не знал, что делать. Мы начнем с того, что выясним, кому оно принадлежит», — продолжила она с теплой и ободряющей улыбкой. Джейк кивнул, чувствуя, что тяжесть его тайны наконец-то спала. Успокоенный реакцией матери, Джейк поспешил собираться в школу, чувствуя себя немного легче. Он причесал волосы и надел свою любимую рубашку, ту, что с синими полосками.
Узел в животе ослаб, сменившись чувством облегчения. Хватая свой рюкзак, он мельком увидел, как его мать улыбается ему, стоя в дверях. Ее поддержка значила для него все. Сегодня он чувствовал себя по-другому, лучше, как будто тяжелые тучи, наконец, рассеялись. Мэри собрала ему ланч, вложив в него ободряющую записку, подтверждающую, что она поддерживает его решение признаться. Когда Джейк закончил завязывать шнурки на ботинках, она, подмигнув, протянула ему коробку с ланчем. В машине Мэри еще раз успокоила Джейка, пообещав, что они постараются вернуть кольцо после школы. «Не беспокойся об этом слишком сильно сегодня», — сказала она, когда они пристегивались. «Сосредоточься на своих занятиях, а мы совсем разберемся позже». Джейк взглянул на нее, испытывая прилив благодарности. «Хорошо, мама», — ответил он уже более спокойным голосом. Мэри завела машину, одарив его еще одной ободряющей улыбкой. «Мы команда, помнишь?» Джейк кивнул, чувствуя себя сильнее, когда ее слова эхом отдавались в его голове. Она отвезла его в школу, поцеловав в лоб, и смотрела, как он решительно идет в школу. Джейк помахал ей в ответ, его уверенность росла с каждым шагом. Впереди маячили школьные двери, но он чувствовал, что готов встретить все, что принесет этот день. Мэри смотрела ему вслед, пока он не скрылся внутри, гордясь его смелостью. Отъезжая, она продолжала думать об их плане, готовая поддержать его во всем. Никогда еще маленькая фигурка Джейка не выглядела такой мужественной. Мэри ехала домой, лихорадочно обдумывая, как помочь Джейку с потерянным кольцом. Она подумала о том, чтобы оставить сообщение на местных форумах, обратиться в полицию или даже проверить объявления о находках. По мере того, как мимо проносились знакомые улицы, ее решимость помочь Джейку крепла. Он предпринял смелый шаг, и она хотела оказать ему всестороннюю поддержку. Выезжая на подъездную дорожку, Мэри поняла, что первым делом нужно повнимательнее осмотреть кольцо. Должна же быть какая-то зацепка. Кольцо было ключом к разгадке этой тайны и помогло Джейку обрести покой. Она сняла несколько слоев забытых игрушек и безделушек, и каждый слой рассказывал больше о детстве Джейка. Из недр коробки появились старые фигурки, крошечные машинки и незаконченные поделки. Мэри на мгновение заколебалась, проведя пальцами по краю отделения. Что, если кольцо приведет к чему-то большему, чем они ожидали? Она отбросила сомнения и подняла крышку. Ее решимость перевесила страх. Джейку нужно было, чтобы она была сильной и инициативной. В пустом отделении теперь лежало кольцо, сверкающее в свете лампы. Эта тайна еще больше укрепила ее решимость найти его владельца. Мэри уставилась на него, завороженная его простой красотой. Она поняла, почему Джейка так привлекла эта вещица. Она осторожно взяла ее в руки, ощутив тяжесть холодного металла. Должен был быть способ вернуть ее законному владельцу. В голове Мэри вертелись разные варианты, и каждый из них приближал ее к решению. Мэри взяла кольцо, ощутив его вес на ладони, и внимательно осмотрела в поисках какой-либо зацепки, которая могла бы указать на его владельца. Она осторожно перевернула его, ощущая гладкость металла и отмечая его элегантный дизайн. У кольца, казалось, была своя тайная история, и Мэри была полна решимости раскрыть ее. Поднеся его к свету, она прищурилась, выискивая какие-нибудь знаки или надписи, которые могли бы дать подсказку. Ее сердце забилось в предвкушении, ей не терпелось разгадать эту загадку. Она обратила внимание на дату, указанную на ободке, но не нашла ни имени, ни инициалов, которые могли бы помочь ей в дальнейшем. Дата была старой, много лет назад, что добавляло загадочности. Мэри слегка нахмурилась, пытаясь осознать ее значение. Владелец кольца был где-то поблизости. Мэри откинулась на спинку стула, обдумывая свой следующий шаг. Поиски только начались. Несмотря на то, что в интернете все зашло в тупик, Мэри планировала расспросить соседей, надеясь, что кто-нибудь узнает кольцо.
Она схватила блокнот и кольцо и сунула их в сумочку. Глубоко вздохнув, она отправилась в путь, полной решимости найти ответы. Мэри внимательно слушала, как соседи делятся своими соображениями. Некоторые предлагали ей обратиться к местным ювелирам или посоветоваться с жителями близлежащих населенных пунктов. День шел своим чередом, и хотя внятных ответов так и не последовало, Мэри ценила каждое общение. Каждая дверь закрывалась с обещанием следить за происходящим, оставляя у нее надежду и разочарование одновременно. Тайна кольца так и осталась неразгаданной. «Я поговорила со столькими соседями», — сказала она, взглянув на него в зеркало заднего вида. Плечи Джейка опустились, когда он слушал. Никто не узнал кольцо, но все были добры и готовы помочь. Джейк посмотрел в окно, на него снова навалилась тяжесть его поступка. «Прости, мама», — пробормотал он, снова чувствуя, как его гложет чувство вины. В машине Джейк извинился за свою первоначальную нечестность, и в его голосе ясно слышалась тяжесть его поступка. «Я должен был сразу сказать тебе», — признался он дрожащим голосом. Мэри потянулась к нему и сжала его руку. «Я просто испугался. Мы найдем владельца, я обещаю», — тихо сказала она. Джейк кивнул, чувствуя себя немного легче. «Мы же команда, помнишь?» — добавила она с улыбкой. Джейку удалось слегка улыбнуться в ответ. Поддержка матери облегчила его беспокойство. Они оба знали, что это будет нелегко, но, столкнувшись с этой проблемой вместе, они почувствовали, что с ней легче справиться. Они обсудили дальнейшие шаги, и Мэри поощряла участие Джейка, чтобы он мог учиться и развиваться на основе полученного опыта. «Что нам делать дальше?» – спросила она, искренне заинтересовавшись его идеями. Джейк на мгновение задумался, сосредоточенно нахмурив брови. «Может быть, мы могли бы сделать несколько листовок и расклеить их по всему району», – предложил он. Мэри кивнула, впечатленная его инициативным мышлением. «Это отличная идея, Джейк. Мы можем поработать над этим вместе сегодня вечером». Вернувшись домой, они спланировали свой вечер, решив продолжить поиски владельца кольца. Мэри положила ключи на стол и достала бумагу и фломастеры. «Давай сделаем эти листовки», — сказала она, улыбаясь Джейку. Он с готовностью присоединился к ней за столом, и тяжесть его вины спала, когда они стали работать бок о бок. «Мы разберемся с этим», — заверила его Мэри. Вместе они провели мозговой штурм и разработали план, готовый сделать следующий шаг в своем путешествии. «Давайте сделаем их как можно более привлекательными», — предложила она. Джейк кивнул, уже представляя себе яркие, дерзкие рекламные листовки, которые они создадут. Стол быстро превратился в вихрь творчества, и мать с сыном с удовольствием погрузились в работу. «Помнишь, как мы делали плакаты для школьной распродажи выпечки?» — спросила Мэри, улыбаясь воспоминаниям. «Да, и мы распродали все за час», — ответил Джейк, и его смех наполнил комнату. Изготовление листовок стало чем-то большим, чем просто задание. Это был момент единения. К концу вечера у них была готова стопка готовых листовок для распространения, и они оба с надеждой ждали следующего дня. «Мы сделали это», — сказал Джейк с довольной улыбкой, глядя на стопку. Мэри ласково взъерошила ему волосы. «Отличная работа, малыш. Завтра мы развесим их по всему городу». Джейк кивнул, его возбуждение росло. Пока они приводили себя в порядок, к обоим вернулось чувство цели. В хозяйственном магазине пожилой мужчина улыбнулся и пообещал рассказать своим друзьям. Джейк воспрял духом после каждого обещания помочь. Мэри почувствовала прилив благодарности к их сообществу, которое поддерживало ее. Вместе они могли бы изменить ситуацию и, надеюсь, найти владельца кольца. После утренней напряженной работы они вернулись домой. Измученные, но довольные, они сделали все, что могли. Дни проходили без каких-либо звонков или сообщений о кольце, и Мэри с Джейком терялись в догадках о его возможном происхождении. «Возможно, оно принадлежало кому-то, кто переехал», предположил Джейк однажды днем. Мэри задумчиво кивнула.
Или, возможно, его потерял кто-то из посетителей парка, добавила она. Или секретный агент, которому пришлось в спешке все бросить, возразила она. На заднем плане шел фильм, а они рассказывали истории, каждая из которых была более креативной, чем предыдущая. Их воображение разыгралось, превратив неизвестное в источник веселья и связи. Их истории сблизили их. Пока они смеялись и размышляли, стук в дверь прервал их размышления, заставив обоих вздрогнуть. Внезапный звук прервал их размышления, и они обменялись любопытными взглядами. «Кто бы это мог быть в такой час?» — вслух удивилась Мэри, вставая. Джейк поставил фильм на паузу. Его любопытство достигло пика. На мгновение, забыв о кольце и своих историях, они оба почувствовали прилив предвкушения. Мэри сделала глубокий вдох и направилась к двери, готовая встретить лицом к лицу все, что ожидало ее по ту сторону. Она медленно повернула ручку, заглянула в щелку, прежде чем открыть ее полностью. Вечерний воздух ворвался внутрь, принеся с собой тихие звуки окрестностей. Сердце Мэри бешено заколотилось, когда она шагнула вперед, а в голове у нее закружились мысли о возможных вариантах. Неожиданный посетитель мог оказаться ключом к разгадке тайны кольца. Она сделала глубокий вдох, готовясь поприветствовать любого, кто бы там ни стоял. Мэри открыла дверь и увидела мэра и его явно встревоженную жену, стоящих на крыльце. Удивительное, но знакомое зрелище. «Мэр Александр! Миссис Александр!» — поприветствовала она, не скрывая удивления. Мэр тепло улыбнулся, но его жена выглядела взволнованной, крепко сжав руки. «Добрый вечер, Мэри», — начал мэр Александр. «Мы надеемся, что не помешали». Мэри покачала головой, отступая в сторону, чтобы впустить их. Она почувствовала, что что-то важное привело их к ее порогу сегодня вечером. Мэр тепло поприветствовал ее, коротко предавшись воспоминаниям, прежде чем объяснить, что его визит был вызван просмотром одной из рекламных листовок Джейка. «Давненько не виделись, не так ли?» — сказал он, оглядывая знакомую гостиную. Мэри кивнула, предлагая им сесть. «Мы видели флаер Джейка о кольце», — продолжил он серьезным тоном. «Это привлекло наше внимание, потому что мы верим, что это может быть нашим». Тихо закончила она. Его жена нерешительно призналась, что потеряла кольцо в парке и боялась признаться в этом, опустив глаза. «Я не знала, как кому-нибудь рассказать», — тихо произнесла она дрожащим голосом. «Это была семейная реликвия, и мне было так стыдно». Мэри протянула руку и ободряюще коснулась ее плеча. «Я рада, что ты пришла», — мягко сказала она. Джейк, который внимательно слушал, стоя в дверях, испытывал смешанные чувства. Он знал, что ему нужно делать дальше. Джейк, внимательно слушая, взял кольцо и вернул его ей. Его действия отражали недавние уроки честности. «Вот оно», — сказал он, осторожно вкладывая кольцо в руку миссис Александр. Она посмотрела на него со слезами на глазах. «Спасибо тебе, Джейк», — прошептала она хриплым от волнения голосом. На мгновение в комнате воцарилась тишина, осознавая всю тяжесть ситуации. Джейк почувствовал прилив гордости и облегчения, зная, что поступил правильно. Жена мэра поблагодарила их, и все они разделили момент взаимопонимания. Этот опыт обогатил каждого более глубоким пониманием правды и храбрости. «Ты проявил большое мужество, Джейк», — сказал мэр Александр, пожимая ему руку. Миссис Александр улыбнулась. Ее благодарность была очевидна. «Это значит для нас больше, чем вы думаете». Мэри обняла Джейка. Ее сердце переполняло гордость. Стоя вместе, они понимали, что этот опыт сблизил их всех, преподал ценные уроки честности, общности и способности поступать правильно.